Когда маленького мальчика оставили в заповеднике, тигр заметил плачущего ребенка на дороге. Этот величественный хищник, необычайно мощный и при этом грациозный, смотрел прямо в глаза маленькому мальчику и, издав низкий и пугающий рык, бросился в его сторону. Что произошло дальше, трудно было предсказать. То, что увидел. Человек. Не верил своим глазам. Было раннее утро, и вокруг никого не было. Поверх ветвей деревьев скользил слабый утренний ветерок, разгораясь проблесками света на могучей спине тигра. Его полосатая шерсть искрилась в первых солнечных лучах. Он величаво движется по дорожке заповедника. Такой силы и грации мы редко видим рядом с людьми. Тигр остановился и встретился взглядом с плачущим мальчиком. Щеки ребенка распухли от слез, носик покраснел. Маленькие ресницы дрожали, когда он вздрогнул от разрывающего тишину рыдания. Янтарные глаза тигра напряглись. Он поднял мощную голову, вдохнул воздух, и его усы зашевелились. Грозный рык разорвал утреннюю тьму, и ребенок замер, испугавшись, что этот огромный зверь бросится на него. Он застыл без движения, смотря прямо в хищника. Тигр закрыл рот, но его напряженность осталась. Он поставил лапу на землю, словно взвешивал, как к нему подойти. Маленькому мальчику некуда было бежать, и ноги его дрожали. Но тигр сделал неожиданный шаг. Он не кинулся вперед. Он не напал. Вместо этого его тело слегка изогнулось. Взгляд остался сосредоточенным, но задача изменилась. Тигр жил в этом заповеднике уже несколько лет. Фрэнк, молодой рейнджер из Пасикуч, смотритель дикой природы, спас его, когда тот был еще тигренком. Голодное существо прижалось к безжизненному телу матери, окруженное смертью, после браконьерского нападения. Когда Фрэнк увидел этого тигренка, он, не задумываясь, вынес его к джипу. Казалось, судьба связала их навеки. Фрэнк выхаживал малыша, работал круглосуточно. Он кормил тигренка, менял его постель, носил на руках. Он понимал, каждый момент – шанс сохранить животное, шанс вернуть его в природу, стать частью естественного прайда. Его мучило одно – тигр рос в полнейшей зависимости от человека. Поэтому, когда малыш стал сильнее, рейнджер начал постепенно знакомить его с другими взрослыми тигрицами, чтобы одна из них приняла его как равного. И вскоре одна из опытных самок действительно приняла маленького тайгера. Он стал жить с ее тигрятами и постепенно учился охотиться и выживать. Со временем тайгер вырос и стал самостоятельным. Именно как одиночный взрослый тигр он впервые покинул знакомую территорию. Это было каждый раз рискованно. Он мог столкнуться с доминирующими самцами, но тайгер был силен, храбр и быстр. В сегодняшнее утро все происходило на той же дороге, по которой обычно перемещались рейнджеры и молодые тигры. Тайгер собирался начать охоту, когда уловил необычный запах. Он замер, уши насторожились, воздух натянулся. По ветру донесся слабый плач. Он склонил голову, проследил направление звука и увидел мальчика, дрожащего от отчаяния и испуга, сидящим посреди дороги. Он почувствовал другую концентрацию запахов. Еще один тигр приблизился, невидимый из кустов. Тайгер понял – предательство, возможная угроза или соперник. Он перестал кружить вокруг мальчика и развернулся резко. Легкий фырк, шерсть встала дыбом. Внутри проснулась охота, и зрачки сузились. Внезапно звук раздался, рев «Джубир», коса которого земля дрожала. Тайгер прыгнул, но не на мальчика. Он перепрыгнул над ним, словно дав возможность убежать, и приземлился позади. Второй тигр появился из-за поворота и шипел. Между ними вспыхнула мгновенная борьба. Когти, рывки, удары, звук мяса, шерсти. Это была схватка, но тайгер явно доминировал. Он был быстрее, сильнее, рассудительнее. И вышел победителем. Тигр-оппонент быстро ушел прочь, оставив тайгера рядом с мальчиком. Глаза хищника стали мягче. Его дыхание замедлилось. Он лег рядом с ребенком, пригнулся как защитник, словно поставил себя между мальчиком и любой угрозой. Его тело согнулось вокруг младенца, образовав невидимый барьер. Он внимательно осматривал окрестности.
Каждая ветка, каждый звук его настораживал. Он не позволил себе больше рычать. Он был хранителем. В это время к дороге подъехал джип Фрэнка. Он узнал местность. Здесь часто патрулировал, но то, что он увидел, заставило сердце замереть. 2 тигра в схватке, а между ними маленький мальчик. Фрэнк нажал на педаль, джип понесся вперед. Второй тигр, раненый, сбежал. Тайгер остался рядом с ребенком. Фрэнк вдохнул и резко притормозил, бросив взгляд на свернувшийся клубочком мальчик. Он открыл дверцу, миг страшной неопределенности, и буквально отшатнулся, когда увидел. Тигр не нападал, он защищал ребенка. Фрэнк осторожно вышел из машины. Он знал Тайгера всю жизнь. Тигр поднял голову и скользнул взглядом по смотрителю, оценивая его. Все происходило в невероятной тишине, казалось, мир задержал дыхание. Затем медленно тигр встал, сделал шаг в сторону леса и бесшумно удалился в тени деревьев. Он не оглянулся. Фрэнк почувствовал дрожь в теле. Такая мощь и забота одновременно. Фрэнк поднял мальчика на руки. Малыш дрожал, но был жив. Рядом открылось солнце. Риск еще не миновал, но угрозы уже не было, по крайней мере не от этого тигра. Ребенок снова начал плакать, когда тигр ушел. Он упирался, тонко разглядывая лицо Фрэнка, словно пытаясь понять, кто перед ним. Фрэнк мысленно поклялся. Он будет защищать этого ребенка так же, как тигр его защитил. Позже, вернувшись в офис, Фрэнк посмотрел записи камер видеонаблюдения и увидел кадры, которые разбили ему сердце. После внешней границы заповедника подъехала старая потрепанная машина. Молодой мужчина и женщина вышли из нее. Женщина держала ребенка на руках. Они оглянулись и увидели слабое место в заборе. Женщина обняла мальчика, поцеловала его в лоб, нежно и с любовью, и положила на землю прямо внутри территории заповедника. Затем она вернулась к машине и уехала, без ребенка. Слова Фрэнка убеждали его, что это был намеренный акт, а не случайность. Женщина не хотела бросить мальчика. Ей, вероятно, не оставалось выбора. Возможно, она думала, здесь его найдут, здесь его спасут. Возможно, она ожидала, что камеры или рейнджеры заметят малыша, и он окажется в безопасности. Ребенка зовут Дэвид. Он испуган, тих и держит в руках маленькую игрушку, которую нашел на дороге. Он не знает, что происходит, но начинает понимать, что его защищают. Когда ему дали еду, он осторожно покусывал булочку. Вокруг был запах тигра, запах леса, запах человека, который не бросит его. После еды маленький Дэвид вдруг улыбнулся и указал на окно офиса. «Тигр!» и издал рычащий звук, которым сам копировал тигра. Это рассмешило Фрэнка. Вдруг все стало яснее. Ребенок чувствует связь с тем, кто спас ему жизнь. Позже он позвонил властям, чтобы доложить о случае. Ему сообщили, если семью мальчика не найдут, ребенка отправят в приют. Это показалось Фрэнку ужасно несправедливо. Он не мог подумать, что такой храбрый и чувствительный ребенок будет отправлен туда, где никого не будет из тех, кто его по-настоящему заботился. Он уже стал для мальчика отцом, воображаемым, сильным, состоявшимся, а тигр стал для ребенка символом безопасности. Фрэнк принял решение. Он подаст документы на усыновление. Это тяжелый путь. Юридические процедуры, проверки, отчеты – все это заняло месяцы. Но постепенно он проходил каждую ступеньку. Он встречался с социальными работниками. Он доказывал, что может быть опекуном. Он говорил о мальчике, о том, как однажды тигр спас ему жизнь и как этот мальчик нуждается в семье. В течение этого времени Дэвид жил с Фрэнком. Они вместе ходили в лес. Бывало, друг направлял руку вперед и говорил: «Вон там тигр». И они наблюдали величественную тень среди кустов. Однажды, глядя на бегущего тигренка с матерью, ребенок визжал от восторга, как будто каждая шерстинка была волшебством.
Фрэнк покупал крошечные рисунки, показывающие тигров, дарил мягкие игрушки в виде полосатых котят. Рассказывал истории о Тайгере, как он вырос, как Фрэнк спас его, как он стал защитником. Наконец, спустя месяцы, документы одобрены. Рейнджер стал официальным опекуном, а затем и приемным отцом Дэвида. Однажды они отправились посмотреть на тигра, на ту самую дорогу, где все случилось. На обочине под размытым солнечным светом лежал тайгер, вплетенный в тень листвы. В тот момент ребенок увидел его. Маленькие глаза напряглись, и он мягко махнул рукой. «Ты помнишь меня?» Тигр лениво приподнял голову, напрягшись, обнюхал воздух, и в его взгляде увиделось понимание. Он не рыкнул, не прыгнул. Он просто посмотрел на мальчика. Казалось, между ними установилась молчаливая благодарность. Фрэнк сидел рядом с ребенком и смотрел на тигра. Он улыбнулся, держа за руку младшего, и решил, когда Дэвид подрастет, он расскажет ему все. Как однажды тигр спас ему жизнь, как судьба переплела их пути, как доверие и любовь могут возникнуть даже там, где, кажется, нет будущего. Что бы вы сделали на месте Фрэнка? Если бы вы стояли перед ребенком, которого оставили родители внутри заповедника, и встретились взглядом с огромным тигром, готовым вас защитить, как бы вы поступили? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам написалось это, что вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этой историей с другими. До новых встреч!